Добрый день. Прошу вас. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые товарищи, сегодня, как и положено, проанализируем итоги работы прокуратуры в 2025 году, определим дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны. В прошлом году прокурорами всех уровней была проведена большая и результативная работа. Благодаря своевременно принятым мерам были восстановлены экономические и социальные права значительного числа граждан нашей страны, в том числе участников специальной военной операции. Многое было сделано органами прокуратуры для повышения эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, для совершенствования механизмов прямой связи с гражданами в ходе личных приемов. Ну, а в целом в 2025-м в органы прокуратуры обратилось свыше 7 миллионов человек, 7 миллионов 700 тысяч. Важно, чтобы все положительные тенденции, достигнутые ведомством за последние годы, сохранились и развивались. Для этого, конечно, нужно решать традиционные задачи, но иметь в виду, конечно, и особенности сегодняшнего дня. Ничего, наверное, неожиданного я вам не скажу. Задачи прокуратуры из года в год очень значимые, большие, важные для страны. Как и прежде, самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров. А значит, средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей, безусловной реализации их конституционных прав и свобод. Среди приоритетных направлений защита трудовых и социальных прав. Нужно продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случаях задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба. Особого внимания требует защита прав несовершеннолетних и пожилых людей, других социально уязвимых групп. Нарушений здесь по-прежнему, к сожалению, много. Прошу вас и впредь незамедлительно реагировать на факты подобного рода. Далее. В последние годы был принят целый ряд значимых решений о поддержке граждан приграничных областей России, потерявших в результате атак киевского режима жилье и имущество. Надо внимательно следить за тем, как выделяются компенсации и выплаты. Вновь хотел бы подчеркнуть, все пострадавшие должны получать положенные средства своевременно и полностью. Самое серьезное внимание следует уделить проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной. Работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев. Для решения возникающих вопросов прошу прокуроров активнее взаимодействовать с соответствующими ведомствами и организациями, расширять практику личного приема граждан, а также совместных мероприятий с Государственным фондом «Защитники Отечества». Весомый вклад в такую работу вносят сотрудники военной прокуратуры. Рассчитываю, что военные прокуроры и впредь будут уделять повышенное внимание этому важному направлению и, конечно, будут содействовать укреплению правопорядка в армии, в войсках. Хочу подчеркнуть, ни должностное положение, кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан, в том числе тех, кого мы, армия, защищает, и тем более нарушения прав сослуживцев. Ответственная задача прокуратуры – это координирующая деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Важно активизировать работу по профилактике противоправных деяний, особенно среди детей и подростков. В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно
возросло. И нужно в рамках данных вам полномочий содействовать повышению защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Столь же решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий. Уважаемые товарищи, повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной деятельности. Отмечу, что в прошлом году надзорные органы полностью перешли на рискоориентированные подходы. И в тех случаях, когда риски отсутствовали, ограничивались профилактическими мерами. Тем самым существенно снизили количество проверок, которые зачастую тормозили работу предприятий. Сейчас нужно детально, всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Это крайне важно для экономического суверенитета России, для стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств. Прошу и впредь действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей. Наши граждане рассчитывают на органы прокуратуры в повышении эффективности борьбы с коррупцией. На недавних коллегиях Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел отмечал, что основное внимание нужно уделить защите бюджетных средств, прежде всего направляемых на реализацию национальных проектов и долгосрочных программ. Кстати, количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%. И, конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения, важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности. Не менее важной является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров. Актуальная задача – это защита окружающей среды. Необходимо жестко пресекать факты варварского использования лесов, недр, почв, водоемов, животного мира, сохранять уникальные экосистемы и природозаповедный фонд, добиваться качественной работы органов, уполномоченных на осуществление государственного экологического контроля. Наряду с надзорной деятельностью важнейшей задачей прокуроров остается квалифицированное поддержание гособвинений. Это способствует вынесению обоснованных судебных решений, отвечающих принципам законности, справедливости и гуманности. И в завершение, уважаемые товарищи, хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и высокую самоотдачу, за системную и целенаправленную работу по обеспечению прав и законных интересов граждан России. Особые слова признательности работникам прокуратуры, которые служат в Донбассе и Новороссии, в приграничных областях России. В непростых условиях вы делаете все необходимое для обеспечения правопорядка, решения наиболее острых и чувствительных вопросов граждан. Своими принципиальными и последовательными действиями укрепляете веру людей в силу нашего государства и закона. Уверен, что российские прокуроры и впредь будут профессионально и ответственно выполнять все возложенные на вас обязанности, верно служить закону, нашему государству и народу России. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.